Юторыч, приветствую тебя. Хорошего дня. Ладно, это все потом. Друзья, всем приветствую. Вы на канале BL Stream. С вами Михаил. Плановая у нас сегодня трансляция по Atomic Heart, которая как раз недавно-таки вышла. Это у нас параллельный типа СССР, параллельный мир, якобы, ну, какие-то тут моменты я уже посмотрел, что будут. Неожиданно от тебя Atomic Hearts. Да. Завтра... Ладно, сейчас я немножко расскажу про игру. В общем-то, мы играем за некого агента этого мира, да, типа будущий СССР, где у нас там технологии, роботы, вот этот искусственный интеллект, и что-то там пошло не по плану на данной фабрике, или там я что-то написал, Прометей какая-то фабрика, но я, возможно, потом описание немножко поправлю. Я пока не знаю, потому что я не спойлерил для себя, описание надо было какое-то делать. В общем-то, тут и Терешкова будет, и музыкальные всякие композиции. И, короче, мы пойдем на эту военную базу, либо фабрику, где эти роботы что-то там взбунтовались. Это экшен у нас от российских разработчиков, причем я не прочитал от каких. Андрей, приветствие. Депутата тоже играет игру. Нихао, братья. Хорош. Приветствие. Да, Ричард, приветствие. Хорошего дня. Андрюх, приветствие. Вот. Всем приятного просмотра, да, и хорошего вам дня. В общем-то, поиграем, посмотрим, как, что, почем. По поводу завтра. Завтра, друзья, ждем игру. Завтра выйдет в анонс новая игра или станет доступна. Я думаю, что блогеры уже получат раньше ее. Или там как-то регион поменяет. В общем-то, Вулонг, Фалинг Династия. Это типа слэшер. Но выйдет она 3.03. По МСК я что-то тут никак не нахожу. Игра 16+. Ну, в общем-то, поиграем. Я надеюсь. То есть завтра тоже новинка. В каком-то веке покатаем. Нихао. Так, по опциям. Давайте сразу по аудио. У нас режим для стримеров есть, качество. Тут я вообще ничего не менял по качеству. Посмотрим, понюхаем. Полный экран, 2К. Вертикальная синхронизация включена. Самое главное. Ну что, поехали? Блин, аж самому страшно. Локальный. Это что это у нас? Рада приветствовать в легкой обзорной экскурсии. Это уровень сложности, типа, да. Нравится преодолевать трудности, достойно уважения. Товарищи облагают богатой, говорит, фантазией и грязными мыслишками. Такие роботы. Я понял. Ладно, поехали нам на потяжелее. Чаще заглядывайте к Леоноре, даже если она... В общем-то, да, немножко привычки сейчас, может быть, тупника с моей стороны в плане освоения геймплея и привыкания. Люблю это место. Кругом позитив. Если громко, друзья, вы обязательно дайте знать, я убавлю. Отвали, перчатка, сам знаю. Толя говорит, перчатка. Наш агент по истории вообще, по идее, погиб, и, ну, атомное сердце, типа, так и называется, как я понял. Его воскресили. Так, мышка слишком чувствительна, прям слишком. Сейчас, секунду. Прям. В опции вроде нормально, а тут прям вот. Вертикально сейчас я. Инверсия отключена. Так, применить изменения. Вроде поудобнее. Сегодня вторая плановая трансляция, по идее, запланирована, но посмотрим по времени. Короля Артура уже все готово к запуску. Тоже хотелось бы отправить. СССР. Чтобы попасть сюда, нужно быть действительно увлеченным. То есть не СССР, а СССР. Миш, приветствую, хорошего дня. Газировки не желаете, говорит. Газировки не желаете? Ну погоди, нормально мультики. Что мне сделать? Да, конечно, с удовольствием. С удовольствием. Ух ты. Такой граненый стаканчик, газировочка. Тоже что-то захотелось.
Москва будущего, да? Ух, в дереве застрял. Всегда веселюсь, когда вижу. Навигационные системы роботов непрерывно совершенно. А, да, доставка, типа. Блок не прилетит за песенки, но я вроде поставил режим стримера. Вода прекрасная. Красота. Там типа этот момент, да, я как-то посмотрел в настройках. Жаль, что в этой части тебя быстро выпрут Андрей Михайлович, что они у тебя разбегались? в одни опасности. Поломались они с утра, что ли? Третьего нас особенно сбоит. Мне фасады красить к празднику, а они вон что исполняют. Типа, видите, роботы, да, сбоят, жалуются, там где-то Управление я настроил. в дереве. Хрендель вообще зачет. Вот так прогуляться бы, да? Бабуль, код 0451. 0451. Тройка. Построились и ну работать. Бабуля. Видел на заставках бабулю какую-то? Спасибо большое. Но спойлер такой, что это теща наша. Хлоп. Клумбу привезли. Доброе утро, сынок. А, о, здравствуй, Сеченов. Отдохнул? Доброе, Дмитрий Сергеевич. Так точно отдохнул. Жду указаний. Вот он нас, по-моему, воскресил как раз-таки. Лучше, чем старая. Приживается. Иначе быть и не могло. Я лично разрабатывал это устройство. Будь с ней аккуратен. Она важнее, чем может показаться на первый взгляд. Так точно. Понял, принял. Сберегу. Сейчас отправляйся в лабораторию для завершения интеграции перчатки. Сынок, у меня много дел. Михаил Штукхаузен ведет тебя в курс дела. Я свяжусь с тобой. Хороший сюжет в красивом городе. Ну, по сюжету я так-то сейчас не особо подкован, чисто из описания. Прибыть в лабораторию. Вас А то будет неинтересно. Вас ожидает автомобиль Турбина. Вам все понятно? Понятно, не занудство. Я рад, что у вас не возникло вопросов, хотя бы на этот раз. Иди в жопу, зануда. Нормально. Ты все, блин. Игорь, жопу. Шарики, ё-моё. Ну, типа нейросеть какая-то, коллективный разум, якобы роботы, это все посыпалось. Но только так вкратце. Что мы агент вот этого СССР. Тут Наташа будет хорошая. Все, да, близняшки, вот это. Неплохо железка исполняет. Хорошая координация. Вы похвалили робота? Я удивлен. Это потому, что он не лезет ко мне со своими советами. Цирк не нужен. Так, пройдите до парка. Я потек. Контур присел. Shift бежать. Понял. Здравия. Добрый день, товарищ. Подходите, я в полном вашем распоряжении. Желаете получить мысль? Q выход, пропустить что-то. Все понял. Не, спасибо. Я просто смотрю. Газета «Известия». Смотреть, когда можно получить это уникальное персональное устройство. А, Я могу подобрать вам нужную конфигурацию. перчатку. Вплоть до цвета. К вашим глазам подойдет фиалковый. Вы ведь уже прошли полимеризацию? Вы даже не представляете, насколько. Вот, полимер какой-то, искусственный интеллект. Что-то там такое. Конечно. Разве вы не знаете? Судя по вашей униформе, вам разрешается опробовать мысль уже сейчас. В данный момент устройство работает не только в качестве телефона и налобного фонарика. Сейчас Мишань, сейчас «Известия». Как? Ощущением от его ношения. Она же бесплатная? Абсолютно. Давайте я вас подключу. Да. Ну, подключай. Включай. Кто-то уже прошел игру, ребят? А самому выбрать никак, да? А у него вообще в мозгах эта штука. О. Пропадают зря, говорит. Нет календаря. Странно. Не могу получить доступ к вашим биометрическим данным. Да вообще я стрёмный какой-то. Извините. Ладно, не парься. Я все равно не люблю бижутерию. Знаете, спасибо. Ничего не надо.
Где там известие? Так, справочное бюро. Что за справочное бюро? Тут же недавно после этой самой машины только одна будет кататься. Да на самом деле пофигу сколько машин. Тут недавно после этого... это же типа не киберпанк. Вот Союз Печать. Вышел патч. Приобретайте весь Я надеюсь, что тут все поправлено. всем направлениям прорывы, как раз к полимеризации и в биологии, и в робототехнике, и в оружейном деле. Это что это такое? Прогресс не стоит на месте. Именно Терешкова. Гордость берет. На сайте тут недалеко Терешкова. Лагерь Терешковой. Так, а что там в биологии нового, в области робототехники, как дела? Про оружейное дело можете рассказать? Любопытство. Заметка про новое оружие скромная, но вроде как товарищ Калашников, основываясь на работах Гаусса, собирается улучшить электромагнитное оружие. Мощность обещает поднять в 3-5 раз. Я бы из такого... Пушка Гаусса. Ну, по мишеням, конечно. А что там в биологии нового? Решительно все, дорогой товарищ. Вот, например, завершили разработку экспериментального витаминного комплекса, который обещает... Ну кто-то прошел, нет, ребят? Каждого советского гражданина Понял. довести до 100-150 лет. Это ж сколько терпения нужно, чтобы столько жить. А как дела в робототехнике? Как дела? Ну тут еще, прошу заметить, не открытый мир. То есть мы идем целенаправленно, как турельный, что ли, Уже будет по области. от людей. Обещает, что антропоморфным моделям вроде меня полностью обновят Смесь адская. отзывчивую к мельчайшим. А пушка Гаусса, по-моему, где-то у нас в этом... Придете к Сталкере. детку и Нет? даже не Да. догадаетесь, что разговариваете с роботом. Как по мне, то лучше, когда сразу видно, кто машина, а кто человек. Так, не буду вас отвлекать. Ну, не буду вас отвлекать. Всего доброго. Я сейчас еще один момент хотел бы сделать. Где он? Экран. Вот, окно без полей. Вот, полный экран. Применить. Да. Хоть у меня типа и залоченный FPS. Мне сейчас только не хватало. На кой она мне? Так, ладно, тут... Существует в качестве источника информации. Да, я тоже вспомнил. Я в курсе, что для этих целей мне прилепили на руку тебе. Товарищ майор, хочу напомнить, что я могу выводить на сетчатку вашего глаза информацию об окружающем мире. Это не заставит вас стать умнее, но читать вывески и плакаты будет удобнее. Воспользуйтесь встроенным меню вашей перчатки. Вот Так, каким образом? Так, напротив... Меню вашей перчатки. Открытый мир, мне кажется, главный минус. Ну, типа, да, много это самое, бродить, ходить. Вчера я прошел полимеризацию предварительно. Чувствую себя великолепно. Что это я делаю? Это не я делаю. Что это я делаю? Это полив идет. Может ему в ухо залезть? Брат, может тебе в ухо залезть? Спасибо. Ну вот лодки, типа древняя цивилизация. Ты такой, будто по волосам гладит. Дорогой товарищ, к большому сожалению, все столики заняты. Пожалуйста, приходите попозже. Хорош, дорогой товарищ, все столики заняты. Ладно, кнопку F. Может шарик лопнуть? У всех такое праздничное тут настроение, шарики. Площадь Ландау. Улица Циолковского какого-то. Клубничная. Ты мне продашь мороженку? Опа. Эскимошечку, хопа. Нормально кусает.
Взял, намусорил. А, с роботом танцует. Известие. Микар, вы уже сегодня можете пройти полимеризацию в мобильной лаборатории. Так. Сеченого академика. Так, ладно, мы пойдем дальше. Проходите к мемориалу на экскурсию. Познакомьтесь с... Понял, понял. Столько счастливых и благополучных людей на улице. Как в Китае. Мы бывали в Да где я только не был. Ну, в Китае, может, и я. предприятии 3826 располагается не так далеко от земли союзного Китая. Вот. И говорят там... Дарк, приветствую. Хорошего дня. Это вот как раз-таки на этом предприятии по ходу пошло все не так. Привет. Канал, приветствую, хорошего дня. Только у тебя что-то аватарки нету. Что делать, если хочу в рабство близняшкам? Не знаю, дружище, не знаю. Создать, наверное, свою игру. По-другому не получится. Давай, зайцы в полночь косили. Вы что-то вспомнили? Ой, ни хрена не помню. После того ранения ни черта не могу вспомнить. Ну, он, по идее, умер. Вертится что-то в голове, а что? Главный у нас, по-моему, Серега. Ебучие пироги, блядь. Да, игра 18+. Эти выражения, мы в общественном месте. Да пошел ты. Пироги, говорит. Так, что тут? Коричневая чума, 42-й год. Всемиру страшно подло. Так, это я понял, это все из истории. Товарищи Сеченов и Филименко создал первую советскую полимерную ячейку. Вот. Будущее робототехники СССР обретает глобальные перспективы. Но это получается у нас СССР, а это СССР. Создание научной когорты, ключевой момент в истории науки и техники, лучшие. Кораблев, Лебедев, Павлов, Сеченов, Филименко. Так. Открытие полимеров. Товарищ Сеченов создал полимеры. Чудо. А как он живой-то до сих пор? Смотрите. Сеченов создал полимер. Я понимаю, что нас тоже собрали из гвоздей и шурупов. Ну, типа атомное сердце там. Развитие промышленности. Может быть, и Сеченов тоже такой же. Предприятие 3826, квинтэссенция научно-технического гения советских ученых. Коллектив. Глобальной сети, ладно. Полет человека в космос. Да, Гагарин, да, Юрий. Зайди в лабораторию. Наверное, перед выступлением Сеченова. Чё, как? Блин, да фиг его знает как. Да все вроде окей. Поверить не могу, что звезды могут быть так близко. Товарищи, Как будто настанет еще день, чуть-чуть, когда человек создаст Ты да. дружелюбную атмосферу на Луне, Марсе, Венере и других планетах нашей Солнечной системы. Это кто? Нейрополимер, не для полумер. Щебетарь. Так, ладно. Ты меня пустишь? Здравия желаю. Майор Нечаев по личному указанию товарища Сеченова. Добрый день, товарищ майор! С праздником! С днем рождения коллектива! Там как-то Сергей Нечаев, Владимир, что-то У меня такое. мало времени. Разумеется, перед вами будущее советского образования. Личная разработка академика Сеченова «Полимерное просвещение». Миновали дни, когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных заведений. Сегодня Мне про пирожки зашло. делать инъекцию нейрополимера, содержащего информационные знания, например, физико-математического вуза. И вы образованный гражданин. Хотите выучить корейский язык или получить степень по ядерной физике? Может, желаете обучиться игре на пианино? С запуском коллектива 2.0 такие знания будут доступны каждому. Ой, да, знаю. Можно пропустить эту прелюдию? Простите, И тут эти гусеницы в голову, да, внедряют. И ты все знаешь, что ли? требуется что-то более.
действенные. Однако инъекции нейрополимера все равно понадобится. А товарищ Сеченов знал, что вы придете, и уведомил меня о вашем прибытии, агент. Короче, она слишком долго это. Капсулу. Это я с утра в 5 утра, когда бегаю, вот. Только не так долго. Я тут как-то вышел побегать, ну вот типа того. Миха Байлович. Прям тоже бежал, там еще снегу по колено, а я бегу. Хорош. Так, ладно, а где он? Чё ты меня, мать, тут грузишь-то? Что мне сделать? F? Выпей, говорит, эту красную пилюлю, ты окажешься где-то там, в кроличьей норе. Тут туалет-то если только. Не, я по площадке так бегал, ты речь хорош. Ну, как будто как до туалета, да. Меня жена все подкалывает. Вы, говорит, с Лехой, ну, типа, сыном, как эти, утята ходите. Ну, что я сделал? Еще и косолапый. В свою перчатку функции сканера. Так. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Сканер активируется специально предназначенным жестом. Пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего вас направления ладонью вперед. Сожмите все пальцы, кроме большого и На ногах? большой и указательный пальцы выпрямите так, чтобы они образовали между собой прямой угол. Сканер активируется. Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая Инквизиция? Подожди. Подожди. Сожмите пальцы. Я не понял, на ногах сжимать пальцы, кроме большого, в кулак, говорит. Сейчас. Удерживайте Alt, чтобы активировать. Ладно. Оксись, дочь моя. Хочу заметить, что это очень удобно. Я понял. Он был разработан нашим лучшим специалистом в области передовой методологии абстрактной интерпретации авангардного абсурдизма. А можно мне такую же травку, как у него? Мне показалось, или минуту назад вы сказали, что у вас мало времени. Слушай, заткнись, Травку, да. сканируй, не мешай разбираться с оборудованием. Теперь у вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. Возможно, это поможет вам в будущем. А сейчас не смею вас задерживать. Кто разговаривает со мной? То в голове, то этот робот. Такой чик. Покинь лабораторию. Так, а сканировка вообще, что она, как из себя представляет? Информацию что-то, да? Зачетный. Не, парень просто зачетный. Хорош, брат. А усы ты им нафига лепит? Это ж лишний материал. Дорогие товарищи, За туалеты, говорит. напоминаем вам, что выступление академика Сеченова вот-вот начнется. Так, пройди через мост. Ну, сейчас мы, да, задание, наверное, получим и уже отправимся непосредственно рубиться. Это получается как вступительная часть, ознакомительная. Покайтесь, Прям как парад на 9 мая. Сегодня мы с вами стоим на пороге. Величайшего события в истории человечества. Ну да, озвучивать не надо. Хорошо. Приятно, когда есть озвучка и титры еще и при этом. Чтобы почитать. Ребята с... звездочки тут налепили. Молодцы. Молодцы. Первомай какой-то. Ну да, типа мир, труд, май.
товарищ майор. Проходите в холл высотки. Этажи. Чайка. Дай-ка я найду... Есть тут машина Победа, на которой мы гоняли? У парня была Победа, а от дядюшки осталась. И вот мы в 90-х годах на ней гоняли. Нет, тут нет Победы. Тут типа это Волги, что ли? Турбина. Устройство будущего, нейронный коннектор, мысль, посредством которого вы станете важнейшей частью коллектива 2.0. Отрадно видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор. Кто? Шина уже подана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц. Я, натюрлих. Я на тюрлях. Устройство. Вы сможете Наш вождь нас что-то красное знамя собрало, наша судьба величава, а кому кто наукам сердце отдал почет, признание и слава. Ну, какой прям. не нужны пульты управления, громоздкое оборудование связи, магнитофоны, бумажные... Да, а людям-то что делать-то? Вы все роботами замените. Люди-то что будут делать? Заменит вам все это и многое другое. Просто тупо жреть? Ваши возможности станут воистину безграничными. Слушай, ну графически прям реально красиво. О, СССР. Союз нерушимый. Что-то там. Республик свободных. Люблю это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделано. А я ж пионером был, друзья. Лифт только что прибыл. Меня ж принимали в пионеры в Советском Союзе. А я даже не помню, в Советском Союзе. А когда у нас распался Советский Союз? Дыричер, ты не помнишь? Я помню, у Володи Манзалея проходили. Прям галстучек там, все вот это вот. О, лифт. Зайди на вершину эволюции. Глобальный запуск Надо срочно кофейку, короче. состоится 13 июня 1955 года. Вот, коллектив состоится 1955 года. 1955 года. Издание Homo Futurum в числе первых. И, видимо, оттуда все и понеслась вот эта вся делиберда. После запуска. Декабрь 91-го. Не, значит, тогда я уже позже вступал. Где-то 90, наверное, 5-й, так, 96-й. Потому что что мне, я 81-го, я только в 87-м в школу пошел. Куда пошел в школу? А, нет, подожди, 3-й класс. 88-й, 89-й, 90-й. Да, я в СССР принимался. Там 3-й, по-моему, или 3-й класс. 5 октября-то. Нет, сначала октября-то, потом пионера. Я уж не помню. Ну, короче, в СССР. Вот это размах. Наука — это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Самолета. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Кроме болтовни всяких электронных перчаток. Ух ты, ё-моё. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код принят. Можно кофе? Это вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Спасибо, гений. Без тебя бы я точно не догадался. Да ладно, я ж... Ты что, меня опять, что ли? Он меня не пускает? Вы меня что не пускаете? Девчонки. Сесть в турбину. Дали ключ, короче, от этого вот предприятия, чтобы, по-видимому, пошло разобрался, что там. Сеченов на связи. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всем Советском Союзе такого нет. Да, я, кстати, чатик немножко сделал на... Не для себя, а для Это. людей.
Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше, к звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть свое величие. Ты, получается, пошел в школу, да, Д. Ричард, и распался СССР. Об руку. Воблин сходил, да, в школу? Ну, 91 год, если 6 лет. Научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний, П3. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Ага. Но, к сожалению, Вот сходил-то. в мире есть и те, кто стремится разрушить. Сынок, как в школе? Как сходил? Да нормально, мам. Выходит, Зашел, развал СССР и вышел. чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдет. Но обо всем по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Так. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведет в комплекс Вавилов. Это понятно? Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину. Как раз, говорит, подгадал. У нас почему-то раньше это самое. Вот мы ходили 6 лет. Это реально такая ностальгия. Мы ходили 6 лет в школу. Ну, с 7 лет, если что-то там ты не успеваешь, или там как-то врачей. Я по поводу чатика, я думаю, что вам так поудобнее будет. Он будет исчезать время от времени. Вот я смотрю эту плямбу черную, она прям иногда не видно. Все роботы усачи. Мих, ты чё, Мих? Уникальный ключ. С днем полимеризации достижения. Чпоник? Понял, принял. А вот это вот получается люди. Я 7 лет. Пожалуйста, идите ремни безопасности. Мы желаем вам приятного полета. Ты куда меня, брат? Ты кто? Ты чё? Это вот... Так, ну радио-то здесь должно быть. Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением коллектива 2.0. Парады прошли во всех крупных я городах только что страны. оттуда, не надо. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной Политику рабочей нафиг. силы. А я вот 6. У нас был 4 класс, 5. А следующий класс у меня как раз-таки вот по этой схеме, по которой ты сейчас пишешь, учился. Можно же просто музыку. Другое дело. Ну ё-моё, ну все, ну. Потек я, потек. А что мне делать, чтоб авторских прав нет? Ну режим стримера, типа. Что он дает? Подожди, друзья. Может самому петь? Я не знаю. Режим... Да, вот, изменение музыкального сопровождения для режима стриминга. Вот, вот. Все типа нормально. Миха, не пали контору. Неважно, кто это. Может, кто-то еще не знает. А миллион, вижу я. За дверью у себя. Пристегните ремни. Подумал, что он летающий гаишник был. Ну, транспорт тут вообще отмены. Я воль, говорит. Я говорю, связь шалит. Но спасибо, Герштокхаузен. Все инструкции академик Сеченов мне уже выдал. Я надеюсь, что тут какая-то музыка измененная. Не кажется. А тут еще и город летающий. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и прохиндеев. Скажите, не сочтите за труд, а вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрия Сергеевича, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным... Ну вот, Сеченов Дмитрий Сергеевич. Ты мне лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанный к роботу Колымаги? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбина – это дань традиции. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось. И мы ездили на этих машинах в наш... А где земля-то? Ну ладно, допустим.
А почему вашу традиционную колымагу тащит робот, который носит название Шмель, но на самом деле похож на летающую свинью? Шмиха. Летающую свинью? Вы где-то видели летающих свиней? А вам коровы случайно не встречались летающие? Вон те, что ли, на кондоре? Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забор. Ну так они сейчас и полетят вниз. Товарищ А вон земля внизу вижу. у меня возникло предложение. Давайте так. Вы будете действовать, а думать буду я. Да пошел ты. Да пошел ты. Лучше дай послушать. О чем вы собрались слушать? Что вы тут не видели за столько лет? Я тут никогда не был, не мешай. Гребаные пирожки, да? Вы? Я, твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините. В молодости норм была. Да я понял, Мишань, твои эти направления, твои взгляды. Мне в то время сектор газа там мы слушали, закрылись в комнате потихонечку так. Потому что можно было от родителей леща получить за такие вещи. Ну, не леща имеют наказание. Там Вас приветствует аудиогид предприятия 3826. Скоро мы прибудем Ага. по назначению. Расчетное время прибытия 11:47. Температура за бортом плюс 26 градусов Цельсия. Легкий ветер. дед говорит. Перед вами мост «Союз Гранит», проходящий над озером Лазурь и соединяющий два важных полигона предприятия ВДНХ и Сахалин. При помощи железнодорожного сообщения, основанного на принципах магнитной левитации. Маглев. Передовой технологии конструкторского бюро «Челомей». Личной разработки профессора. Челомей. А я Прометей написал. Надо Челомей запомнить. Сейчас я. Сейчас вы можете наблюдать работу автоматической фабрики по сборке роботов и сортировке комплектующих для нужд комплексов предприятий. Такие фабрики могут самостоятельно регулировать Это не то. выполнять до 100 заказов в час, управляемые удаленным узлом нейросети. Коллектив 1.0. Дед фанател от Брюс Ли. Да я помню, парень зашел, он у меня там на пару лет был старше. Они как раз, их класс меня потом пионер принимал. Мы жили по соседству. Зайдешь к нему, у него там плакаты Брюс Ли, нунчаки там все. Я пару раз махнул себе по спине, потом что-то прихотелось. Расположился научный центр Сеченов, основной модуль обработки радиосигналов и управляющий орган узла. А сектор, да, сектор огонь был. Послушай. Сейчас мы пролетаем над солнечными фермами под Солнцем, способными питать электричеством весь комплекс ВДНХ, находящийся ВДНХ. парк Дружба народов, близлежащие поселения и железнодорожные нити Маглев. Такими железнодорожными станциями, позволяющими с комфортом перемещаться между комплексами, пронизано все предприятие 3826. Красиво, красиво сделано. Минуя величественную стелу «Призыв Родины», посвященную победе Советского Союза во Второй мировой войне, возведенной в Сейчас, говорит, хорошо заходит. 1949 году, мы перемещаемся к территории комплекса Вавилов, место сельскохозяйственных и аграрных чудес предприятий. Вы наблюдаете стелу А там еще были какие-то Ультеров, Мухина и Кибальникова, нейросеть коллектив 1.0. группы, я не помню. Красная плесень, по-моему, потом пошла, да? Подстать. 550. И еще какая-то, как это называлась. Отметить, что это первая в мире совместная работа Не могу сейчас и машины. вспомнить. Наш краткий экскурсионный обзор подходит к концу. На предприятии 3826 Серп и меч. А где молот-то? новых специалистов со всех уголков СССР. Уверены, вам понравится жить и трудиться в мире революционных открытий. Сейчас мы роботам надоем по этим По славу партии и всего половникам. народа. Он начинает боевой разворот. Товарищ майор! Чего она начинает? Почему? Осторожнее! А мне-то что с этим делать? Вот дерьмо! Типа, видимо, нас узнал этот искусственный интеллект, и зачем мы сюда идем?
Товарищ майор, давайте руку. Я провожу вас в комплекс Вавилов. Да что за дерьмо здесь творится? У меня нет информации по этому У меня нет информации. Блин, как так? вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Ой, Эй, ты ублюдок желез! Ты что творишь? Полети нахер отсюда, придурок! как невежливо с их стороны. Как невежливо говорит. Да отъебись ты уже, сука! Наш подъем продолжается. Ее голоса я не могу просто. Как невежливо говорит. Ну наш подъем продолжается. Она как будто проглатывает гланды свои. Робот-дрофа и произведет магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Дрофа какая-то. Ой, пожалуйста, помогите. Держите меня. Да какого хрена? Держите, говорит, меня. Пиздец! Подлагивает немножко. С интернетом все норм. Но у меня видюха жужжит, что не в себя. Прям. Пропуска нету, ничего нет такого. Но видюха работает сама по себе. Как он так руку-то вывернул? На спине или на животе? А, на животе. Вот, майор Нечаев Сергей Анатольевич, или как он там? Андреевич Анатольевич. Черт, как же болит башка. Чтобы лето не кончалось. Хотя оптимизация должна быть, Мишань. Патч был. Завезли там типа обновки, обшивки всякие, там вот это вот все. Вертикалку сделали, там еще что-то сделали. С инетом нормально, вроде бахает под 17-18к битрейта. Оба взял топорище такой. Мощно. Реально пожарным топором. Я П3, прием. Сынок, ты в порядке? Я в норме, шеф. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Офигеть. Тебе нужно Это робота. найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Курочки, свинки гуляют. Сейчас, друзья, сейчас сделаем. Подожди, Мишань, сейчас посмотрим. Стой. Четкость картинки, что-то там. Вертикалочка есть, 60 кадров есть. Качество высокие. Я вообще не знаю, что тут можно типа предпринять. Размытие движения, может быть, выключить. Это вообще отключить. Супер разрешение DLC, качество. Производительность поставить. Тут это вообще все выключено. Генерация кадров DLSS. А, это типа 4000 серия с Марика сделали. Жесткость скорого диска SSD, кэш шейдеров каких-то. Че разрешение? Не, разрешение нормально.
Меня разрешение устраивает. Типа, больше-меньше ставить какой смысл? И я просто слышу, как она гудит. Она так, типа, разгоняется, потом опять. Объяснил, блин. Вот, типа, объемный туман какой-нибудь можно убрать. Количество объектов. Ну, вот так вот. А, нет. Две 2560, да. Ну, сейчас полегче. Сейчас я секунду схожу, кофейку налью. Но она не сворачивается, нет. Она, Мишане, видно, что даже если я поставил, типа, на разрешение... то есть, разрешение, как это, 2560 и в оконном... То есть, полный экранный режим. Я когда нажимаю Alt-Tab, она не сворачивает игру. Она просто раскрывает и все. То бишь, это неправильно. Она должна сворачивать, если работает полный экранный режим. Как бы в любом случае. Сейчас, ребят, минуточку паузы. Я прям кофеечку, чаечку. Да, сын. Ну, значит, интернет вырубили. Сейчас я посмотрю. Ну вот, Мишаня, ты говоришь интернет. Вот тебе, пожалуйста, Ростелеком там что-то это вырубился. Вот так вот. Сейчас, минутку.
Чтобы небо не кончалось. Тара-тара-та. Сейчас, друзья, да, извиняюсь. Все, поправили. Там, оказывается, у нас это... Блок питания отошел. Сейчас продолжим. А это самый Мишань. Да как по мне, все равно в любом случае это надо второй стрим ПК, чтобы играть и наслаждаться. И, ну, все нормально, чики-пуки работало. Это как по мне. В любом случае, на одной машинке это все дело тяжеловато, да, если хоть у тебя там будет 20-ядерный процессор. Ладненько, спустились мы на военную базу. Поехали, друзья. Бахать. Кто тут? Так, а что удерживать альт, просканировать? Ну, я сканирую. Что я вижу? А, вон они, враги. Уязвимость к молнии, огню, холоду. Что там еще? Я пока не знаю. Пока не знаю. Так, это, видимо, огонь. Найди вход в комплекс. Угу. Чего? Хрюшка, беги отсюда, Хрюшка. Хорош, прям все. Спряталась. Администрация района Вавилон. Научно-исследовательский институт генетики и растений. Устойчивость деталей из металла. Север. Опа. Умни. Левый шериф. Ага. Так. Ну мне хана, товарищи. Так, детали. Нейроплемент, синтетические какие-то штуки. А где еще-то? Тихо, курица. Как тут исполнять ХП-то? Курица, меня курица стукнула. Надо просто понять, как это все дело тут. Оп, оп. Чего? Ты кто? А? Терешковый робот. Побег, органика. Мой инвентарь. Такс. Урон, скорость атаки, дальность, урон от заряда, скорость заряда, швед. Автосортировка. Да я сейчас просто сдохну. Еще сложность такую себе поставил, но нормально. Это вода? Ага. Может там как-то X? Нет.
Хрена ж тебе! Эй, перчатка! Слушаю вас, майор. Что известно об объекте задания? Это кто это? Виктор Петров, главный инженер сети коллектива 2.0, был своевременно выявлен и арестован за предательство Родины, после чего был отправлен на принудительные работы в комплекс Вавилов в качестве заключенного. Понятно. Разберемся. С чего начать поиск? В данный момент Петров находится где-то на территории подземного комплекса Вавилов. Необходимо найти способ попасть внутрь. Пошли искать. Подземный комплекс Вавилов. Люди! Иду, ты там живой? Старые туалеты наши, да? Твою мать, отвали ты! Пошел нахер, сука! А чё толку ты его убьешь? Кто-то стрельнул, кто-то помог. Тетя Зина. Или кто это? Да, бабзина. Там, руку давай. Теща его. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Не за что, молодой. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно. Мимо, говорит, проходил. Ладно, понял. А что у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей, и те, кто не успел скрыться, им... каюк. Мне бы оружие раздобыть. У тебя есть что-нибудь? У меня есть. Но я тебе свое не дам. Вилла. Комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдешь. Комплекс? Вавилов? Мне как раз туда. А он прямо под нами. Я тоже туда иду. Там вроде безопасно. Твою мать! Пчела! Чтоб тебя! У нас 30 секунд, двигаем! 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца! Не работает. Иди сюда, Громила, иди сюда! Быстрей, 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 быстрей! Ну-ка, бери этот ключ и крути вправо! Сука, вправо! Да, вот так. А я их пока задержу. Мать, да ты при арсенале, блин! Ты что за... О, мать дает. Победа мне покой не давали. Получите! Если оружие, говорит, спустишься, возьмешь. О, бабзина херачит. Туалет снесло. Это с ключом стоит. Ты малой! Может, лучше я? Ключ держи! Ключ держи. А я уж тут сама. А я сама, говорит. Твою мать! Диалоги, нет, зачетные вообще. Бабзина, говорит, ты держи, говорит. Я сама. Вообще хорош, бабзина. Скалаша такая. Ляпался, блядь. Гранатомет достала, говорит. А куда она сама-то делась? Слушай, ну тут я сейчас, с вашего позволения, немножечко сделаю поярче. Что это за четкость картинки? Она вроде и так нормально. Вот полный экран. А не работает. Яркость вообще не робит. Даже если условно, сейчас, секунду.
Я сделаю так. А потом сделаю полный экран. То яркость должна, по идее, сработать. Неа. В общем-то, оптимизация еще завозить сюда. Маленькая аптечка. X, да? Но это немного. Преодоление препятствий. Стой, 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 вот это вот. Необходимо найти способ открыть бронедверь. Без тебя вижу. Не лезь. Ой, чё я делаю-то? Лучше расскажи про этого Петрова. Как его вычислили? Предатель Петров был раскрыт Михаилом Штокхаузеном и арестован бойцами отряда «Аргентум». А здесь он как оказался? После суда Петрова вернули в комплекс Вавилов в качестве заключенного для дальнейшей работы. Что, во всем Советском Союзе больше никого не нашлось для этой работы здесь? До запуска коллектива оставались считанные месяцы. Менять главного инженера не имело смысла. Петров должен был закончить свою работу. Вот его и заставили. Ну и что в нем такого особенного? Виктор Петров, бывший главный инженер секретного отдела Академии последствий. Занимался программированием. Пятилетку не соврать. Коллектива 2. Обломаем лапы. Ясно. Там кто-то начинает мычать что-то. Выпусти меня отсюда. Стой. Стой, стой, стой. А как мне... А, во. Все, зафиксировал. Серовато немного. Серовато, конечно. Запись при экстренных случаях. Я программист Вишневская Екатерина Олеговна. Вишневская. На территории комплекса Вавилов произошел инцидент. Роботы начали убивать всех подряд. В настоящее время я нахожусь... Эй, кто там? Они нашли меня! Не подходи! У меня граната! Женщина! Я старший сержант Ибрагимов. Я человек. Вам нужно пойти с нами. Тут небезопасно. А ну назад, чудовище! Да послушайте вы! Да послушайте вы, чпоник. Я слышу, как вы там ходите. Так, давай разбираться. Дверь откроется. Ага, разобрались. Это что еще за хрень? Мужик, держи руку! Держись, держись! Патроны для дробовика, удержите тейп. Это мощно. Один патрон. Спасибо. Ну это хоть что-то. Что увеличить слот? Урон, скорострельность, эргономик, контроль отдачи, разброс. Понял. Принял. Так, безопасная зона. Каждая комната отдыха является безопасной. В каждой из них находится автомат для ручного сохранения игры. Я, блин, все аптечки профукал. О, 3 штуки, хорошо. А патроны есть еще? Парочку, да? Ну, хорошо, пускай будет парочку. Что за автомат? Автомат. Сохранение данных. Сохранение. Это все, да? Ладно. Ну, да, с патронами. Ох, шахматы. Это вообще. Конем ходи. Ухи, ухи, ухи. И восстали машины из пепла.
ядерного что-то там, пепла, да, мишань, да. Противники смогут использовать мощную атаку, которая собьет типа ПС с ног, это нас, да. Когда противник собирается атаковать, подсвечивается самый удачный момент для уклонения. При активации левый shift для избежания. Позвольте совет. Ты что, не видишь, я занят? Старайтесь не пропускать мощные атаки робота. Да они все мощные! Атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического всплеска, особенно мощные. Они способны сбивать вас с ног. Твою мать, ты что сразу-то не сказал? Так меня надолго не хватит. Первая железка чуть на тот свет не отправила. В уничтоженных роботах находится капсула с непремом, нейрополимерным реанимационным медикаментом. Извлеките ее и используйте для экстренного восстановления повреждений. Да, смотри, мне пол-лица прям оторвало. А есть фонарик-то какой-нибудь? Майор будет... Множество ящиков, нажмите F, направление двигайтесь от одного к другому, не отпуская кнопку F. Собирать прочие ресурсы, встречающиеся на пути. Напоминаю, ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярова Абалакова для хранения имеющегося инвентаря. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный размер в момент извлечения. Угу. Чудеса науки. Да-да, фантастика. Фантастика, да и только. Ты зачем это включил, а? Товарищ Муравьева, велено так при вашем появлении. Приказ у меня документировать. Ну, И кого-то заткнули. Все вытащил, что ли? Да нет. Распоряжение, говорит. Почта 4 штуки. От кого там предприятие? Гендир предприятие 3826. Штокхаузер кому? Вавилов, руководящий. Приказ начальника предприятия 3826 Сеченова. Провести 10-55 полную полимеризацию сотрудников предприятия 3826, включая обслуживающий персонал, убедиться, что каждый расписался в прохождении процедуры. Тут, то бишь, можно еще за каждого почитать. По запросу даю характеристику В. Петрова. Характер нервный, импульсивный, очень. Очевидно, работа в театре Плесецком сказалась на психологическом состоянии. Бабзины, хотел сказать. Дата 55-й год. Довожу до вашего сведения, что Бабзину или Зинаиду Муравьеву пускать на территорию склада снабжения без вышестоящего распоряжения строго запрещено. Товарищ Муравьев под предлогом инспекции забирает семена и саженцы. Ну, естественно. Все в дом. Золотухин. Не знаю, что нам это... еще и уровень, смотри-ка, есть. Мне почему-нибудь с яркостью решить. Вот это вот прям момент. Сейчас, секунду. Было бы неплохо. А на стриме сейчас тоже решим, друзья. Хотя бы так поставим. Яркости прибавил на плюс 20.
Ну, в любом... Там робот. По-любому, типа, хотел сказать, не в любом, по-любому нам надо как-то с топора пока действовать. По Патрике беречь. Поворота пока нету. Смотри, действия. Подожди, а как она взламывается-то? А, во. Это реально жестко. Так ты сразу не поймешь. Просто весь хлам пылесосит. Раз, товарищ майор. Угу. Как вообще этому Петрову удалось взломать коллектив? Какой хулиган? Предатель действовал не один. Он вступил в сговор с несколькими преступниками. Так их несколько? И где остальные? Успешно нейтрализованы. Но добраться до Петрова без вашей помощи не представляется возможным. Поэтому вы здесь. Да, я понял. Это что, груша? Она работает? Несмотря на режим аварийного питания? Все груши на предприятии 3826 запитаны от линии аварийного питания и никогда не отключаются. Это позволяет сотрудникам всегда быть на связи друг с другом. Чтобы залезть в грушу, мне нужен какой-то пароль или уровень доступа? Я смогу обеспечить вам доступ в любое из имеющихся на предприятии устройств. Тоже относится к устройствам типа щебетарь, которые вы можете найти по мере продвижения к цели. Понятно. Понятно. Я не пойму, вот это вот зачем нам? Шахматный клуб, распоряжение предприятия, Штокхаузен, кому Вавилов провести. Это мы все читали. Не, подожди, почта. Это сотрудники, вот почта. Но мы зачитали. Не исчезает, ну ладно. Я драться все равно нифига не научился. С топора, ну, то есть надо мансить как-то. Шух. Там еще есть. С дробовика довольно-таки прилично выносит урона, соответственно.
Правда, с патронами тут туговато будет. Так, я сейчас... Подожди, друзья, немножко назад, не пойму. Мы сюда вообще никак не можем зайти, да? Хотя мы только сюда... А! Нет, это другая комната. Которая ведет непосредственно, видимо, вот отсюда. А вот отсюда зайти не получится. Нет, получится. Подкрадитесь к нему сзади и проведите скрытую атаку. В этот момент я смогу провести полное отключение робота. Чё ж пораньше ты не мог сказать-то? Шух-шух-шух. Вроде без потерь. Пылесос зачетный. Домой такой бы. Пока еще непонятно, зачем мне вообще все эти детали, да? Ну, для каких целей? Крафта или что там? Для прохождения плана специализации. Повторяю. Вниманию сотрудников, имеющих контакты с теплокровными экспериментальными... Миша, посиди пока тут. Я сейчас быстро закончу работу и помогу тебе с отчетом. Лаборант 84, принеси товарищу Кольцову чай. Миш, я быстро. Оружие сделать. Ютубер, приветствую, хорошего дня. Это прекрасно. С топором особо так, я думаю, далеко не разгонюсь. Вот Патрики бы, если бы сделать зачетно. Направь следующих... так. Товарищ сотрудники охраны и... Так, работа, напоминаю вам, репрессии Сталина, что-то, врагов народа, что-то. Отбывающий срок на территории Вавилова совершили различные преступления, но этого никто не перестает быть людьми и нашими товарищами, только от той атмосферы, что создаем мы для них. От этого зависит то, вынесут ли урок они из своего наказания или нет. Ладно, я понял, я понял. То есть горстка предателей смогла взломать коллектив, который создан лучшими умами СССР? Фактически коллектив не взломан. Превзойти алгоритмы защиты, созданные в Академии последствий под руководством профессора Лебедева, не под силу никому. Тогда почему вокруг творится весь этот кошмар? Предателям удалось внедрить в алгоритм коллектива ложный режим агрессии. Из-за этого центральный узел воспринимает всех людей как солдат армии вторжения. Разве наши ученые не могут исправить все без Петрова? Могут, но это займет определенное время, за которое погибнет много людей, и информация об этом выйдет за пределы предприятия. То есть тут держали неких заключенных, которые, ну, вот эти алгоритмы взломали и сделали алгоритм агрессии. Как такое, а? Вообще уму непостижимо. Так, можно сейчас минутку посикать? Да, вот момент только в другом. Почему-то яркость не идет. Возможно, мне надо будет потом перезагрузить, чтобы немножечко игру саму поярче сделать. Очень бы хотелось, чтобы и вам видно было комфортно, и мне было видно. Но пока, да, довольствуюсь тем, что есть. Вроде яркости я там прибавил, хватает. Да, спасибо за участие, спасибо за голосование. Я вам там пирожков, кофе, дудку. Привет, там вот это все. Да, сегодня еще на второй стрим прохождения, если что, влетайте. Я надеюсь, что оно будет. По времени вроде как и вложимся.
начнем нашего Артурчика проходить. Сейчас я минутку, ребят. Кофеек. Ну, интересно, не, ближнее оружие четко, но как-то надо, блин, приноровиться, короче. Бах-бах. Это как, типа, что-то мне слэшер какие-то напомнило. Привет, хороший стрим. Спасибо. Хорошего дня. Сейчас. Поел, поспал. Поспал, поел, поел, поспал. Это мне теща сейчас на пусы дает. Тут бабзина. Теща, да. Так, ну все, поехали. Поехали. Тут еще есть маленькие аптечки. Да, я понял. Подсказывают, что тут для крафта оружия, но я думаю, до какого-то определенного места надо дойти. Нельзя тут штуку вот активировать? Диктофончик. Как советский ученый, я всегда считал себя атеистом, но сейчас могу сказать лишь одно. Да поможет нам всем Бог. Мы заблокировали фуникулер туннеля магнитной дверью. Твою мать, какого хрена здесь все везде заперто? Как только роботы стали нападать на людей, был активирован экстренный протокол. Территория предприятия 3826 блокирована, включая внутренние сектора. Ну и как мне открыть эту дверь? Данную дверь удерживает электромагнитный замок. Значит, его можно вырубить электромагнитным импульсом. Где его взять? Ваша перчатка может быть снабжена модулем шок, ударным эми-генератором. Капсула, содержащая необходимую для установки шока иерополимер, должна быть где-то на территории предприятия. Ладно, разберусь. Не знаю, как долго мы сможем сдерживать этих роботов внутри комплекса. Ваня, мне показалось, или тот куст переместился. Ваня. Тут куст, говорит, переместился. Так, ну и каким мне боком-то это искать все? Может быть, здесь? Ага, здесь модификации. Так, маленькие аптечки. Патрики. Лор. Карта. Использовать предмет? Нет, это не надо. Что-то не так. Твою мать!
Вот это гусеница. Что-то нас било. Солдат, очнись. О, Супер, еще чуть-чуть. Ты как? В норме. это кто? Сколько пальцев видишь? 4. Отлично, вставай. Неизвестная девушка. Это еще кто двое такие? Мы принесли тебя сюда, зажми рану. Зажми! Это на твоей совести. А ты еще кто? Врач. А имя у тебя есть? Сейчас мне не до любезностей. Ух ты ж. Зажим. Зажим, 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 принеси там! Сейчас. А это здесь откуда? Быстрее, ну что копаешься? Нейрополимерная капсула. Она не нужна. Как тебя зовут, док? Я Лариса, много вопросов. Так, ладно, держи тут все сама, Куда, разберешься. куда? Она бесполезна, нет оборудования. Уже есть. Отлично. О, хоть Что что-то ты сделал? вовремя. Много вопросов задаешь. Пригнись! Лариса! Я не хочу умирать! Просто пилит всех. Охренеть! Надо избегать луча! Да я еще тот махач. Нос чешется. Блин, ну это вообще... Вова, врач говорит. Бегалась, железка долбаная. Раз. Куда? Правда, все аптечки поел. Ползла Лариса. Сложно прогнозировать. Вентиляционная система имеет очень разветвленную структуру. Ладно, с этим разберемся позже. Так. Ларис! Это что за монстр на двери? Замок? Да неужели? Открывай уже. Давай быстрее, время уходит. Не могу помочь в этом вопросе. У меня нет функционала для взлома замков. Вам придется самостоятельно отыскивать способы взлома. Не сомневаюсь, что вы окажетесь достаточно сообразительны. Понятно. Ты, как обычно, бесполезен. Попробуйте щелкнуть пальцами в тот момент, когда индикатор блокировочного штыря активен. Я уже разобрался, по-моему, немного, пока он говорил. Повторяю, если вы получили направление на анализ, пожалуйста, обратитесь к центру сортировки. Кто-то песенки поет. Зубачок. Детская колыбельная. Не к добру. Раз. Что там за дверью впереди? Судя по голосу, Элеонора. Очень опасный противник. Патрон для дробовика. Маленькая капсула. Чертеж открыт. Так, ждеп. Нет, нет. Инвентарь.
Подожди, как создавать-то? Использовать автосортировка. Пока что-то я никак не разобрался в этом моменте. Может быть, вот это? Твою мать! Ты что еще за херня? Ах, какой мужчина! Обожаю душевно. Милый, позволь отвезти тебя к кровати. Дорогой. Зурк, приветствую. Приветствую. Хорошего дня. Не позволяйте ей связать вам руки. Да я пытаюсь! Не видишь? Тросы стальные! Поднесите меня к ее сенсор-манипулятору, скорее! Как волнительно. Непокорная властная мужчина. Время в шкафу спасибо. Сейчас я тебя заведу. То есть к какому-то этому. Ах, какой умный. Обожаю мачо. Я вся горю. Ближе, я не дотягиваю. Озвучка вообще. Стараюсь, сильная тварь! Я к твоим услугам, милый. Мечтаю порадовать тебя. Что я могу тебе сделать? Загрузка системы. Вскоре вам будут доступны и другие умения, а сейчас выберите шок. Выбери навык шок. Нейроперчатка генерирует электромагнитный заряд, поражающий противника, наносящий ему урон электричеством, особенно эффективно против роботизированных целей. Создание модернизации в этом красном шкафу по имени Элеонора. Это который меня сейчас связать хотела? Ну да, я понял. Спасибо, спасибо. Переключиться на крафт. Теперь дайте, я покажу, чем на самом деле профессионально занимаюсь на данном предприятии. Я уж видел, ебаный пирог. Буквально. Я открою вам окно модернизации, горячих и толстых пушек. И поверь моему опыту, милый, улучшить можно что угодно. Выбери сокрушающий удар. Это полезно. Зайдите в надлежащее окно мое. Выбрось его, милый. Больше он тебе не нужен. Теперь у тебя есть я. Я сделаю тебе все, что захочешь. У тебя есть меч? Большой меч. Вставь его Круговая. в приемное гнездо. И я сделаю его острее и прочнее. Элеонора действительно способна улучшать снаряжение и оружие, в том числе создавать новые по имеющимся чертежам. Для этого в ремшкаф необходимо поместить различные ресурсы, которые наверняка встретятся нам в ходе ваших увлекательных обысков всего подряд. Разговор разговорный. Вместить в меня все, что только захочешь. Милый, вставь свой топор. Я сделаю тебе хорошо. Охренеть. Глубже. Еще. Тихо. Да. Да как мне выйти-то? Подожди. Способна на гораздо больше. Легкая непристойность с топором лишь аванс, мой сладкий. Тебе понравилось, милый? Вообще зачетно. Сейчас я сохранюсь, подожди. Неплохо. Этим грозным оружием ты расколешь черепа своих врагов и принесешь мне подарки. И тогда однажды мы с тобой устроим Полимерное улучшение. Ха, чего бы я Ну-ка, дай-ка посмотрю. Потому что девочки любят подарки. Потому что ремшкафу нужны ресурсы, чтобы перерабатывать их в предметы. По счастью, ремшкаф непривередлив. Правда, некоторые улучшения могут потребовать уникальных вещей. Но на предприятии, само собой, чего только нет. Само собой, товарищ майор. Значит, поищем. Буду ждать прикосновения Персонаж пока недоступен. к моему разгоряченному интерфейсу. Так, все, уходим отсюда. Удар шокером нейтрализует противника. Эта перчатка генерирует... мне нужны вот эти составляющие, я понял. 32 штуки. Так, удар, ага. Массовый телекинез. 70 штук. Полимерный бросок. Боевой полимерный состав, падающий в виде струи на противника. Дальше... Не, они доступны, просто тут... Ну вот, бросок. Может быть подожжен.
На 20. Энергия персонажа. Рециркулярный магазин вашего оружия в ходе модернизации получит дополнительную энергоячейку. R. Но это да, вот это пока недоступно. Стужа это типа заморозка. А, персонаж. Угу. Это типа заморозка. Ну тут очень много на самом деле надо деталей. Ну-ка давай попробуем. Установить. QE. Давай на сюда. Это стужа на Q. Узел повышенного давления, регламентирующий дальность выброса этой криогенной струи, может быть модернизирован с целью увеличения дистанции на противника. А вот это что? На противника, либо на любую поверхность. А, это поджог. Это пока у нас, я смотрю, недоступно. Угу. Угу. Почему-то R только. А, она у нас есть. То есть мы следующий пойдем. Так, я понял. Тут что у нас? Щит. Шок тоже недоступен. Ну ладно, хотя бы кушка, да? Так, а теперь мне стужа, да, я понял. Первое. Модернизация арсенала. Уже имеется. Посмотреть. Тут еще можно типа разбор делать. Создание даже можно. Во как. Электро. Так, это дробовик. Это у нас электро. Требуется рецепт. Рецепта нету. Рецепт. Все это надо находить. Доминатор, крепыш, рельсотрон. Ну, типа, похоже на гаусс-пушку, да, какую-то. Но на все это мне надо рецепта. По расходникам. Мгновенно восстанавливать здоровье. Но это, я думаю, разберусь. Боеприпасы, патроны. Тоже рецепты нужны. Кассетники. Так, а что если я дробаш посмотрю? Как его улучшать? Прицельные приспособления, рукоять, ствол. Улучшать стабильность стрельбы, снижать отдачу, сокращать подброс от ствола. Установка кассетного модуля позволяет тонкий слой химического полимера, пролетающий вдоль ствола, придавая дополнительные свойства при контакте с противником. Классно. Ну, реально классно. Но тут требуется 3 штуки. Вот этих вот каких-то фиговин. Это у нас установлено. Тут не хватает вот этих 3 по стволу. Дульный тормоз. Поставил. Это придаст нам скорострельности, ладно. Но это все искать нужно. Также уровень газа выреза в рукоятке позволит установить дополнительное газотворство. Стравливающие излишки пороховых газов уменьшают дачу. На самом деле тут, конечно, это все экономить бы нужно. Ну, дробаш мне понравился. О, какая штука теперь у нас. Хорош. Ладно, сохраняемся. Сохранение данных. Так, В. И перезаряжается. И кушка. И на перезарядку, да, пошла? Да. Экономим на оружие не нужно.
Улучшение не нужно на оружие? А, все, я понял, нам прямо. Сохранение данных. Петр прошел уже, да? Коля, а что это за вовчики в черном корпусе? Обычные ВОВ А6 меня слушаются и вежливые, а эти в черном как бояре какие-то. Ходят где хотят, на приказы не реагируют. А вчера он меня толкнул и даже не извинился. Слабому оружию много не навоюешь. Но они только на высокий социальный рейтинг реагируют, что ли? Не, ну подожди, да дробаш-то нормальное оружие. Нервничают. Не тянет моя шарманка. Ага, зафиксировал. Так, отлично. Лифты не работают. Какие варианты? А если спрыгнуть? Их можно запустить, если подать питание. Пойдем искать рубильник. Еще бы понять, где тут электрощитовая. Ее по проводке искать надо. Но все провода убраны внутрь стен. Утечку электричества можно обнаружить при помощи сканера. Так, давай проверим. Ну, я вижу, что он туда нам, 25 метров. Хотя и сюда бы я зашел. Зашел типа и вышел. Нормальное оружие. По слабым врагам может и да, но дальше... А, ну я не знаю дальше. Я пока... Вижу, беру, скажем так. Стой, а далее-то куда? Тут вообще все завалено. Кнопочка. Сейчас как станут. У меня какой-то там удар. А, во, круговой, смотри, набирается. Ух. Зачет. Подсобка на замке. Как, блин, приятно. Тут щелчок пальцами не поможет, нужен ключ. Дай догадаюсь. Ты, конечно же, открыть этот замок не можешь. К сожалению, нет. Но я могу поставить вам отметку, где искать ключ. Он должен быть где-то неподалеку, в рабочих помещениях. От тебя начинает появляться польза. Это радует. Дал нам отметку на ключик. Уполз на кухне. Петр, давай, без проблем. Кофеечек, чаечек. Ты только, главное, не засыпай, дружище. А то бывает такое. Нет, доеда. Опа. Не надо. Только не вниз. Подожди, а может быть мы с той стороны лучше подойти? Так-то поудобнее будет. Так, если что, у меня В заряд, Q заморозка. Все, я понял. Сейчас облажаюсь, как обычно. Осторожно! Впереди камеру видеонаблюдения «Ромашка». Ромашка. Нас засечет, сюда сбегутся роботы. Без паники. Любую камеру можно сначала отвлечь броском чего-нибудь, а после вывести из строя электромагнитным импульсом. Броском что-нибудь, а потом электромагнитным импульсом. Джеймс, приветствую, хорошего дня. Интересно, а что я должен бросить? Зажми F, чтобы поднять объект, нажми F, чтобы отпустить объект.
Погоди. Да. Атомик. Тут как бы это самое... Пробуй себя в роли спасителя. А куда он делся-то? Что-то он там залип. Ладно, пускай залипает, мы пока с вами облутаем все это дело. А то, может быть, дойдем до машины, да, и там что-нибудь уже можем смастерить поинтереснее. Помнишь, я вчера сидел на твоем стриме? Да, помню. Ключ найден. Теперь мы сможем попасть в электрощитовую. Ага. Только сначала я тут хорошенько осмотрюсь. Нужны запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навоюю. Не буду вам мешать. Это правильное решение. С таким дерьмом я, говорит, много не навоюю. Как-то там еще сзади надо подкрадываться, чтобы якобы оглушить он может. Помню, Джеймс. Там, типа, тема такая, что я вчера титры, когда закончил игру, там титры прошли, и в итоге это Клементина, она там встретила кого-то в полях. Но вся беда у меня заключилась в том, что когда у меня написано, что DLC 400 дней, типа, у вас установлено, я уже попытался вне стрима запустить, у меня не запускалась она. ОБС-ку вырубил, все, выключил, она все равно не запускалась, игра. Ну, вот это DLC. Не знаю, по каким моментам. Просто черный экран висит довольно-таки долго, и все. Может, там стоит что-то... Прикольная штука. Амит и Кристу, ну, по-моему, они. Потому что она там оставила я этого главного нашего героя в наручниках прикрепленной. И она пошла куда-то на полянку, села и увидела, кого-то идут по этому, по лужайке. Но я так понимаю, что это они были. Еще одна камера. Я типа рили не понимаю, как бросать предметы. Эй, хрень. Крас. Угу. Хрень. Чем грозит нам утечка информации? Потеря репутации во всем мире. Советские роботы повсеместно считаются абсолютно безопасными и эталонно надежными. А разве это не так? Абсолютно. Именно поэтому предатель Петров ударил родину в самое больное место. Фактически, вот то... Мне рецепт нужен. Он хочет, чтобы весь мир отказался от наших роботов. Вот же сучёныш. А это что? Товарищи, понедельник начинается в субботу. Однако я прошу вас в эти выходные Понедельник начинается в специально субботу. взять отгул. Как вы знаете, 13 числа пройдет всесоюзная полимеризация населения нашей... Шикарный старт, супер. Приветствую, хорошего дня. Спасибо. Спасибо за поддержку, друзья. И самоорганизоваться на субботник, посвященный этому событию. Кто будет работать 11 и 12, Понедельник, говорит, суббота. Надо запомнить этот момент. а не премию. Удачных вам выходных. Так, что мы тут еще? Несчастный случай на производстве. Несчастный случай. Растение захватило аспирантку Ниелову, проходящую здесь практику. Так, понятно.
Тут еще и цветы у них, видимо, оживают. Да, так, 55-го года. По сотрудникам у нас ничего не изменилось. Так, лады. Подожди, мне надо что-то взять, друзья, чтобы кинуть. Вот как вперед бросать? Нет. Ты дурак, что ли? О, ну-ка. Что-то как-то получилось. Меня засекли. Там типа как-то надо вперед жать. Ну ладно, надо привыкнуть. Готов. Рецепт. Какой-нибудь-то есть? А, вот эти вот штуки. Нейтрополимер. Микро. Короче, они нужны для крафта. Завтра стрим... Нет, я не брал пока стрим, Джеймс. Для стрима игры. Пока не брал, дружище. Потому что если я сейчас опять буду дальше, я это самое... Не поиграю в другие игры. Завтра новинку, по идее, планирую запустить Вулонг. Посмотреть, что за игра. Но она, в принципе, слэшер, как Dark Souls. Что-то такое. Второй сезон как-нибудь отдохнем, то, может быть, поиграем. Подожди, а куда я? Я заблудился. Стой, выпусти меня. Дверь. Вот она. Нам к лифту надо же. А, музыка. Пошла. Так, вставляем печеньку. О, печеньку. Даже замки любят печеньки. Храс! Слушаю вас. А ты любишь печеньки? Можешь голову сразу? Ну не с этого, не с топорища же. С топора тут махай, да бей. Реле системы пассивной безопасности. Знакомая штука. Тут требуется цветовой код. Кодов у нас, к сожалению, нет. Поэтому попробуйте подобрать его логически. Что, правда? А я-то собирался стоять тут до тех пор, пока оно само не включится. Смотри, под ноги, говорит. Так, реле пассивной безопасности. Разблокируйте работу реле пассивной... так, верно, упорядочив магнитные потоки. Ай ты какая, блин. Попробуйте сопоставить цвета лазерных лучей с цветами индикаторных ламп. Это должно помочь. Да, они все одинаковые. Подожди, а если вот это?
Порядок. Питание восстановлено, можно возвращаться. Ничего не понял. Ну ладно. То есть вот эти надо шевелить. А, цветами лазерных ламп. То есть вот эти вот, я как понимаю, дырочки, что ли. Ладно, надо на побольше подумать. Пока что методом тыка. Ну и в какой из них заходить? Предлагаю в правый. То есть ты не в курсе? Тогда я пойду в левый. Предлагаю вправо, тогда я пойду в левый. Поехали? Для облегчения навигации я пометил вам, куда нужно идти. Я вообще-то не тупой. Сам разберусь, как именно мне выполнять задание. Я лишь хотел упростить вам задачу. Ты мне ее серьезно упростишь, если перестанешь лезть под руку. Я, к стыду своему и жалости, видел самые порочные грани человечества. Это еще кто? Глубоко заблуждающихся западных соседей. Так, друзья, QV. QV. Главное не забыть. VQ. QV. Напоминаю, дверь закрыта на электромагнитный замок. Да тебя что, блин, туго доходит? Извините, не мешаю. Опа. Опа. Стоп. Используйте шок на противника, чтобы приостановить или даже уничтожить. Там их реально несколько. Что я делаю-то? Стой! Сосулька. Сосульки, сосулистые. Я не увернулся, понял. Понял, виноват. Слушай, братан. Что я делаю-то? В кнопках я пока путаюсь. Ничего, сойдет. Где мы? Где мы? Кто мы? Вот они мы. VQ. Блин, неудобно такое расположение. Далековато друг от друга. Подойдите, говорит, сзади. Да пофигу. Я реально дистанцию прям не ощущаю. Прям вот серьезно. Прыгает, бегает. Какой там? Совет от Храза. Так, ну я надеюсь, чекпоинты есть. Сейчас дробовик всему голова. Да, есть. Иди сюда. Нормальный ход.
А то так я буду долго с этими шайтанами возиться. Это кто? Это я? Покажи, чему обучен. Тяжело. Тяжело. Против одного непривычно пока. Так, что это за комната? О, да. Патроны. Чертеж патрона для дробовика. Во, вот это дело. Авторизация. Майор П3 Нечаев. Доступ разрешен. Доступ разрешен. Так. Да, посмотрим. Расходники. Где у нас, друзья? Вот, боеприпасы. Количество. Понял. Сделала, да? Ай да молодец. Авторизация. Майор П3 Нечаев. Ствол качнуть надо. Так, способности, что я там собрал? Или это все одно и то же у нас идет? Нет, 49 пилюль у нас. Удар шокером электролизует противника. Телекинез. 70 штук. Получение энергии от потерянного здоровья. Это, видимо, через щит, что ли? Полимер, защищающий воздействие рукопашных атак от оружия дальней, а также перенаправляющая часть энергии оставленных снарядов в рециркулярный магазин. Да, попробуем. На ешку. Пускай будет. Пускай будет. Полимерный щит защищайте от вражеских атак и мгновенно контратакуйте. Здорово. Сохранение данных. Пока что понятия не имею, как это применяется. Сынулька там закашлял. Ну что за печень? Одно из крупнейших подразделений предприятия 3826. Станция Южная. Находятся десятки цехов и лабораторий. Другого пути вперед нет. Придется ехать. Куда именно? Петров совершил побег во время работы в холодном цехе комплекса Вавилов. Ага. Смысл начать поиски оттуда. Ну как попасть в холодный цех? Для этого нужно добраться до распределительного центра. Нормальный торч, нормально. Кулерная линия. И грузового назначения. Успешно пока. Только кроме дробовика, которому 33 патрона, и топора, у меня ничего нету. Но хотя бы патроны могу на дробовик крафтить. Вот, плюс у меня сейчас какой-то щит. Вот такой вот. Имеется, перезаряжается электрошок. И заморозка. Там еще телекинез. И вот, типа, надо как-то прокачать всю эту систему. А у меня приехал Assassin's Creed Ezio. Коллекцию осталось только забрать. Ну, мои поздравления. Что это эти шашечки тут? Там дырка есть.
Я понял. Все, я понял вас. Блин, спасибо. К этим кабинкам вообще лучше не подходить. А как иначе? Через полимер можно проплыть, не впервые. Я люблю так перемещаться. Словно в океане с китами, дельфинами плывешь. Умиротворяет. Братан, ты куда-то у меня залез? Стой, 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 стой. Я же вижу, что там что-то есть. Интересно, а заморозка или электричество, оно будет влиять на типа боссов каких-то? Если будет, то тогда надо акцент делать в одну сторону. Чего, паркур немного хуже? Да там условно все хуже или лучше по предыдущим или следующим играм. Вопрос только, как ты привыкнешь к геймплею, так оно и пойдет. Тихо. Опасно. Володя, что ли, нет? И как я должен ее перезапустить? Где-то должен быть пульт управления. Да неужели? Где ты, говорит, должен быть пульт управления? По-любому там. Вот он, пульт. Ну и, конечно, замок. Вот вы их любите. Но это что-то новое. Индикаторная комбинация? Да я ее год подбирать буду. Давайте поищем вокруг. Может, у кого-то есть пароль. Как тут? Смотрите. Как же так? Офигеть. Это... Что такое был? Так, секунду, друзья. Сейчас я своих провожу. Минутку. Так, я извиняюсь, да. Чего? Я могу любую, но только не... Привыкнуть, я понял. Ну, это на любителя уже. Схема. Найди схему. Туда нам падать точно не надо. Так, стоп, электрошок. Может быть, тут что-то есть? Это я назад сейчас пойду. Товарищи. Опа. Важное напоминание. Не забывайте регулярно общаться к крем-шкафу Элеоноре, чтобы чаще улучшать свои умения в перчатке. Швед-рукоятка. Улучшена. Давай посмотрим. Майор, оружие или способности? Там, по-моему, рукоятку мне надо что-то улучшить. Уже имеется улучшение. Ага. Я прям такой весь. На улучшениях. А не хватает немножко.
Даже на базовый уровень. Раз на такое пошло, может потом и Хогвартс Легаси пройдешь. Если получится, может быть. Может быть. Так, здесь не хватает у нас вот этих вот деталек. Понял, принял. Везде, кстати, деталек не хватает. По созданию. Сохранение данных. Все возможно. Возможно, пройдем. Так, щит Е, да? Вот он. Че вот он-то? Храс. То есть это не покойник со мной разговаривает? А нейрополимер в его башке? Упрощенно можно сказать, что да. Отмирающая нейрополимерная память какое-то время хранит последнее, о чем думал погибший перед смертью. Сохраняется крайне небольшой объем информации. Жесть какая. И долго они так будут разговаривать? С точностью назвать временной интервал я не смогу. От 1 минуты до 2 суток. Но чем больше проходит времени после смерти, тем больше остаточная информация подвергается искажению. Понятно. Понятно. Не всегда имеет смысл запоминать, что они говорят. Жаль, бедолаг. Блин, в той бумажке код. А я не взял? Не поедут без схемы кабинки. Застыли. Без схемы. Сейчас, Петр, сейчас. Я что-то... Ну нахер. Говорящий труп. Хогвартс. Я смотрел геймплей. Интересный, да, красочный. Петр, вся проблема в том, что бумажку, если смотреть, то это нижняя используется комбинация. Раз, два. Или... Так, сейчас я соображу. Либо верхний левый угол, либо нижний угол. Не берется. Нет, я понял приблизительно. Сейчас сделаем. В зависимости от того, куда он смотрит. Так, 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 так. Так, либо получается... Подожди. Так, так. Так, так. Вот этот правильный. Звук сохранения звучит, как раньше звучали принтеры в Сбер... Ой, надеюсь, сработает. Кириллик включил. Фуникулерная линия активирована. Уважаемые пассажиры. Согласно купленным билетам. Извини, но сегодня я зайцем. Сегодня зайцем, да. Сейчас я туда сгоняю, гляну. Сыну говорит, труп разговаривает. А мы можем, да, считывать их, типа, эти чипы, как они там. Последние мгновения, там, запоминания. Мы готовы к поездке. 10, 9, 8, 7, Держись. 6. Поехали. Тоннели раздолбаны в хлам. Доехать бы без приключений. Помогите. А там все раздолблено. Вау. Что-то у нас. Еще нет, еще не встречал. А, нет, в самом начале встречал близняшек. Но они там просто стояли, как бы дали мне какой-то пропуск, что ли. Черт, я так и знал, что спокойно не доеду. Сука, куда ж без вас? Осторожно! Обрыв впереди! Вижу.
Надо было хотя защитку какую-нибудь поставить, попробовать защитой подраться. На ешечку. Ладно. Обрыв впереди. А куда мне-то идти? Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но, признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по стене, как еще? У вас есть альпинистская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский тюфяк, протирающий штаны за клавиатурой. У меня хватает разных подготовок. Не стану скрывать. Прям оскорбительно. Погоди. Лезть как тут? Гражданский тюфяк. А топор тебе на что? Патроны на... Патроны я накрафтил. Я сейчас один момент, я не понимаю, как мне залазить-то? Труба есть. Что? Еще и подсказку убрал. Ой-ой-ой-ой, стой! Что-то я вроде правильно делаю. Гусеница. Это было неожиданно. Да. Соглашусь с вами. У вас хорошая реакция, майор. Иначе я бы до наших дней не дожил. Как? Так-то. Как так-то? Я ж нормально шел. Я ж прыгал, все хорошо. Тут прыжки какие-то, типа пережмешь, куда-то он улетает. Больше нельзя. Он еще и в ту сторону может прыгнуть. Не, в ту мне не надо. А, вот. Стой ты. А еще можешь? О! Ёлки-палки. Тихо, сканер, сканер. Нет меня. Раз. Это ведь был Бурав? Горнопроходческий робот? Совершенно верно. Бурав способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горные породы. Советская наука. Советская наука, хлоп. Помер. Я не успел дослушать про советскую науку, как меня этот червяк, короче, просто распилил. Интересно. Причем я не могу посмотреть, откуда он, типа, лезет. А, сука. Куда ж без вас? Осторожно! Обрыв впереди! Вижу. Я только начал. Вы чё, блин? Опять лезть, что ли? Да так... Тихо, тихо, тихо. Надо заморозить быстрее и дробовик быстрее достать. А, сука. Куда ж без вас? Осторожно! Обрыв впереди! Вижу. Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но, признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по стене, как еще? У вас есть альпинистская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский тюфяк, протирающий штаны за клавиатурой. У меня хватает разных подготовок. Не стану скрывать, я этому весьма рад. Получилось, получилось. А где... Где материалы?
Просто, блин. Шатал его, говорит, ваших роботов. Опять подсказку по это. Да ладно, сейчас я уже наблактыкался вроде как прыгать. Поиски Виктора. Сейчас надо как-то на краешек четко попасть. Сейчас гусеница пролетит. Твою мать, это было неожиданно. Соглашусь с вами. У вас хорошая реакция, майор. Иначе я бы до наших дней не дожил. Раз. Это ведь был Бурав? Горнопроходческий робот? Совершенно верно. Вот. Способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горные породы. Советская наука возлагает на него большие надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. Тихо. Куда прятаться? Ах ты старый школьник. Это типа, чтоб я с ним дрался, да он уже крепкий паренек. Так. Возможно, тут можно как-то проникнуть через... Ага. Шикарно. Чтобы больше иметь, надо больше производить. Чтобы больше производить, надо больше знать. Я вот и говорю, дорогой товарищ, такая ирония. Я за ними ухаживал, восхищался. Могучие, продуманные. Механик мертвый, говорит. Ирония. Вы о чем? Буравы. Лучшая отечественная разработка. Как досадно вышло. Вы, товарищ, знали, что их запрещено экспортировать за границу? Чего там? Экспортировать Бураву за границу? В чем ирония? Смешно сказать. Я робототехник. За мной Буравы закреплены были. Когда роботы нападать стали, я скорее сюда побежал. Отключить своих хотел. Да под зубья и попал. Мои же подопечные меня погубили. Все пульты завалило. Теперь сами роют себе что-то. Одним им понятное. Как во сне. Что там снится-то им без человеческого управления? Короче, видимо, надо пульты какие-то найти. Почему их запрещено экспортировать? Слишком передовая технология современного градостроительства. Да. Можно построить за месяц. Любой тоннель. Да что метро? Их и на Луну готовили. Для терраформинга. Ну и, конечно, секретность. У Бурава обшивка крепче, чем броня у танка. Пластины СПД аж без маркировки. Наука. Так, а вы обслуживали Бурава? Вы обслуживали Буравов? С первых дней с ними вместе. Мы тут почти все предприятие возвели. Я с трупом разговаривал. Моря искусственного не было. Ни полей, ни лесов. Что уж там про фуникулерную сеть говорить. Одни горы были кругом. Сейчас не каждый вспомнит, как тут раньше было. А все они. Буравы. Горы свернули. Целую структуру отстроили. А теперь они же все и рушат, что создали. Не ведают, что творят. Машина же, что ребенок. Без любви и присмотра в электронном разуме лишь суматоха. Умные слова. За вещами надо смотреть.
Так, продолжай поиски Виктора. Подожди, еще ящики какие-то. Тут мы ничего не можем собрать. Гайку не додал, гайку. Так. Сука, как же я люблю полазить по всяким долбанным закоулкам. Охренеть. На фуникулере прокатиться. В нормальной обстановке сеть фуникулеров связывает между собой все подземные объекты предприятия 3826. В следующий раз... Спасибо, я как-нибудь пешком. По поверхности. Поверхности, блин. Так, ладно. Там есть возможность ящик забрать. Но эти фуникулеры гоняют туда-сюда. Подожди, этот ящик идет за забором. Вот так вот назад можно вернуться. Ага, хорошо. Так, пошел. А назад он идет? И назад он идет. О, моя остановка. Комфортная была поездочка. Мне вот этот вот shift бы поярче бы сделать ускорение. А ресурсы надо как-то экономить. Хоба. Что там дальше? Я ничего не вижу. Так это ж это. Ну, вернулся оттуда, откуда начал. Или нет? Ну, похоже. Нет, это что-то новое. Это что-то новое. Смотри-ка, еще тупорище. Чертеж леса. Мух леса. А где? Подожди, чертеж-то чертеж. А улучшение-то где? Ну, фига тебе, говорит, а не улучшение, просто сохранение, все. Никто не пишет? Странно. Да, вроде все уже написали. Может быть, пока нечего писать. Так, это я за пределами. Лазерная стена. Это сложное охранное устройство. Просто так ее тут никто ставить не будет. Значит, за ней расположено что-то важное. Совершенно верно, товарищ майор. За ней распределительный центр, который нам нужен. Через лазерную стену я живым не пройду. Впереди есть ремшкаф. Попробуйте установить на свое снаряжение модернизацию, уменьшающую урон от лазера. Ой, опять эта свихнувшаяся похотливая железка. Уменьшающая урон от лазера модернизация. Подсасывать ртуть ртом или собирать в руку запрещается. Ртуть ртом, говорит. Знание разорвет цепи рабства. Я вот не пойму, тут и вот еще шкафы, они как-то подсвечиваются. Баллон кинул. Ничего не произошло. Свир какой-то проводник. Ну, Петр там подсказывает, говорит, ты типа это, для оружия оставь более лучшего. Модернизацию. Ну, а я-то тоже хочу прям попробовать, пощупать. Так, ящики. Так. От лазеров, да? А где эта модификация-то? Вон, вижу.
Отчет психолога Стани Петрова, вызванным гиперэнергопроблемами зависти. Обследование психического и психологического состояния Виктора Петрова. Так а сами же сказали, что здесь отбывает срок, это типа, как его называемые? Тюремщики, короче, заключенные там. А что они ожидали-то? Милый, ты вернулся. Ну почему так долго? Ой, ты ля. Одиноко без тебя. Да вообще. Дай мне защиту от лазера. Ах, как А, вот персонаж, да. прошу. Помести в меня свой полимер. Не позволяйте ей своевольничать. У нас мало времени. Да дай нам пополимерить немного. Он хочет разлучить нас. Сними эту дурацкую перчатку, и мы сможем навсегда быть вместе. Так, тебе вдарить, что ли? Или на куски разобрать? Милый, ты убьешь меня из-за какой-то дурацкой перчатки? Как же ты будешь жить без меня в этом мире, полном жестокости и насилия? Она боится нашу перчатку, потому что она электрошоком бьет, а она не может нас схватить там. Милый, но я не могу производить вещи из ничего. Для работы мне необходим полимер и другие компоненты. Помести в меня свой полимер, и я сделаю... Специальный урон не сможет опустить шкалу вашего здоровья ниже 1 единицы в течение некоторого времени. После отката способности можно будет использовать его повторно. Ладно, я понял. Будет тебе полимер с компонентами. Главное, установи защиту от лазера. А оно как пассивно, что ли, работает? Приступаю к модернизации. Расслабься и получай удовольствие. Только обещай, что отругаешь меня еще и еще. Я тебе точно скоро вточу. Хватит! Вточу. Да. Вточу. Накажи меня, о мой повелитель. Обожаю доминантных самцов. Дичь какая-то. Так, ладно. Защита установлена. Попробуйте пройти через лазерную стену с разбега. Я после такой жести готов пройти с разбега через любую стену. Так, полимерная... Подожди. Вот двоечку хотел бы выбрать. А потом посмотрим, что там с топором. Вот персонаж. Емкость кассетников увеличивается. Что такое кассетники? Кассетники, аптечки? Нет. Последовательная модернизация костюма укрепляет ваше здоровье, повышая его максимальное значение. Это прикольно. Поэтапное повышение коэффициента компрессии делает ваш более вместительным РДН. Ну, типа рюкзак, наверное, да? Отличные стрелковые навыки позволяют вам с большей точностью вести прицельный огонь. Поэтапное повышение коэффициента компрессии делает ваш более еще вместительный. Лечебную медицину капсулу одной рукой. Жонглер. Ну это если мы в ХП пойдем, да? Последний костюм укрепляет ваше здоровье, повышая его максимально. Но это классно. Вообще в ХП идти. У нас всегда будет ХП побольше. Стужа. За 11 полимеров, но это немного. Я бы, конечно, вот эти моменты взял бы. Емкость кассетника. Что за кассетник? Кассетник. Где-то я прошляпил. Энергия персонажа. Энергия это вот это shift. Получение энергии от потерянного здоровья. Магазин вашего оружия входит, получает дополнительную ячейку. Энергетическую. Тут можно вообще тогда... А это куда у нас? Вот это все в рюкзаке. Емкость кассетников. Я бы, наверное, все-таки взял бы ХП. На дальше у меня не хватает. Все, приехали. Твою мать, больно. И ни хрена себе защитился. Чуть не убил он нафиг. Чуть не убило это лучше, чем убило полностью. Согласен. Идем искать предателя. Доберусь до него, оторву, что-нибудь лишнее. Что-нибудь лишнее.
Ну, очень много интересно, очень много развилок. Хочешь ХП, пассивка, хочешь умения, там, ну, супер, супер. Типа вроде экшона, а вроде с элементами РПГ. Не волнуйся, милая, со мной все в порядке. Операция была Петров. безболезненной. Хорошо. Тебе надо скорее уходить. В комплексе ходит человек. Он вооружен, и на нем экспериментальная полимерная перчатка. Должно быть, это человек Сеченова. Лариса, ты разговаривала с ним? На него обрушился Бурав. Мы перенесли его в медблок, а потом... Я не знала, я не могла его оставить здесь. Лариса, которую мы встретили. А стоило бы! Это избавило бы нас от возможных проблем. Не понял, Лариска не с нами, что ли? Говоришь такие вещи. Филатова. Жди меня на выходе. Я скоро буду, милая. Надеюсь, у нас еще есть время. Надежда умирает последней, Петров. Руки за голову. Виктор? Что происходит? У тебя что, со слухом плохо? Я сказал, руки за голову. Виктор! А кто вы такой? Виктор! Офицер по особым поручениям майор Нечаев. Это был последний вопрос, на который я тебе ответил. Тебя вызывает Пчеломей. Виктор, спасайся! Пчеломей. Конечно, товарищ майор. Нападение. Че? Нападение! А ну стоять! Нарушение режима. Вызывается... Сука. Я что-то не понял, куда мне-то идти? Ловко он командует роботами. Прям как своими собственными. Дверь за собой как-то запер. Предатель Петров унес с собой энергоэлемент свеча, запитывающий систему аварийного открывания дверей. Без свечи дверь не открыть. Ну, он бы еще другую. Не может же быть одна свеча на весь комплекс. Нужно спешить, иначе Петров успеет покинуть этот сектор, и его придется искать заново. Это надо было, походу, раньше делать. Пчеломей. Так, друзья, свеча, свеча. Срочно нужна свеча. Нашел. Уважаемые сотрудники, прослушайте этот чебетарь и оставьте на месте. Это должен запомнить каждый. Ни при каких обстоятельствах нельзя забирать домой образцы растений, даже безобидных. Цветы из лаборатории могут обладать заложенными генетическими И свойствами, куда мне? которые сильно испортят комфорт вашей жизни. Все, что выращено в лаборатории, должно оставаться в лаборатории. Это я пчелок выпустил, походу, да? Они так и будут, походу, идти. Раз. Это что за береза там в здоровенной колбе внизу посреди зала? Это и есть тот самый знаменитый электрогенератор ПК-4? Совершенно верно. Береза ПК-4 — это полимерно-вегетативный генератор энергии. Опытный образец. Первая ласточка программы освоения далеких планет нашей Солнечной системы. Ага, нет хлеба. Я заметил, что у меня биоматериалы X2 и красным цветом подсвечиваются, как будто больше я не могу нести. Значит, надо прокачать эту рюкзачок. Возможно, у меня не хватает места. О, блин, сейчас я спущусь. Быстренько тырим.
Там биоматериалы, X2 и все. Ну-ка, метелим, все, что можно. Ух ты, а тут, смотри, колбаска, тут все, вот это вот. Так, мне что, ее всегда в руке держать? Свеча — это сложное нестабильное оборудование. Ее нельзя помещать в рюкзак вместе с другими вещами. Ага. Существует высокая вероятность взаимной деструктуризации. Взрыв, что ли? Не обязательно. Но свеча выйдет из строя. Понял. Придется таскать. Свеча достаточно прочна. Вы можете уронить или даже бросить ее специально. С ней ничего не случится. Ясно. То есть вы считаете, что вы умнее, чем ваши... А как мне открыть-то дверь сначала, наверное, стоит? Вы мои слова не искажаете, товарищ психолог. Я не говорю, что я умнее. Но вы сказали... Я сказал, что если бы у меня были те же возможности и ресурсы, что у них, я бы не отставал, и, возможно, мой вклад был бы не меньше. Вы завидуете таким людям, как Сеченов, Лебедев или Монин? Замки прикольные. Зависть — это неподходящее слово. Зависть — это желание иметь то, что имеет другой. А мне чужого не надо. Я хочу быть вместе с ними, равнозначным, а не так, что у них... Пчела, идите, погуляйте. Серая масса. Все, хватит. Мы об этом уже в 100-й раз говорим, а вы мне не верите. Это бесполезная трата времени. Охрана! Мы закончили. Куда тут? Есть. Погрузчики свихнулись. Тоже Петров постарался. Будьте осторожны. Погрузчик очень прочный робот. Его простым топором не одолеть. Всяких психов хорошо усмиряет электрошок. Хоть живых, хоть металлических. Вот этот? Тихо, брат. Дай-ка я соберу-то хоть сначала. «15 апреля 55-го. Отчет о прохождении планового какого-то психического свидетельствования в комплексе». Так, ладно, зафиксировал. Это все отчеты. Там что? Товарищ Захарченко, а куда у вас пропадают роботы? В таких промышленных масштабах. Ну, понятно. Они сами по себе. Ух ты, вытащил виллы-то свои. Что там с погрузчиком он сказал? Ну и все. Все в порядке. Или он что-то должен... Да не, это все фигня. Похоже на голос Петрова. Надеюсь, ублюдка не размазала по полу. Петров нужен нам живой. Необходимо поспешить. А я, по-твоему, чем занимаюсь? Так, тут пройти, там пройти. Подождет Петров. Если нам суждено его схватить, мы его схватим. Да, надо качнуть это по-любому. Я уже вижу, что это не вылазит. Вот это погрузчики гоняют. Вот это вот работа, смотри. Фу-фу. Так, наличие сундуков. Парочку вижу. Там что-то, возможно, от пчел осталось. Судя по всему, в Альго-цехе случилась разгерметизация производственных емкостей и произошла утечка экспериментального материала. Сейчас это только на пользу. Во!
Рывок во время прыжка. Нажмите Shift, чтобы совершить дополнительный рывок. Прыжок. Патроны для дробовика. Микро... Подождет. Надо собрать ресурсы. Проверка, проверка. Дверка. Не работает. Да отвали ты. Да ёп, ты мой все. Толкаются, гады. Потек, потек. Так. Я не ожидал. О. Так, что это у нас? Какую-то штуку нашел сразу. О, слушай, я, по-моему, разобрался, как с ними можно сражаться. Юзаешь ешечку и бьешь одной рукой, и нормально заходит. Ну, типа щит. Так. Там пчелы. Салтыкова, что ли? Серьезно? Так, ладно, не буду я пока трогать. Уи. Так, где у нас тут шкаф с улучшением? Песня, но у девушки очень приятный голос. Это будущего? Именно так. Профессор Лебедев в Академии последствий разработал нелинейный эвристический алгоритм, основанный на принципах квантовой некоммутативной математики. Как это будущее свет прошлого? Это ты с кем сейчас разговариваешь? А, мы типа 50-55 год действия, да. Академия последствий рассчитывает музыкальные радиоволны из будущего, не прослушивает. Это не машина времени из области фантастики. Это именно строгий математический расчет. Сложнейший алгоритм, основанный на применении нейрополимеров. Круто. Круто. Ту-ту. Серьезно, они будут чинить, что ли? Так это ж можно так крафтить себе материал. Нейрополимер. А еще будут? Пчелы. Выходи. Нет. Короче, пчел можно реально так добывать тогда, если, конечно, они до бесконечности бы. Представляет собой замок, который откроется, если все гнезда будут содержать колбы с лунным грунтом. Любите же вы замки, так вас раз так. Пойду искать колбу. Так я нашел колбу. Одна есть. В смысле одна А, еще две. Несанкционированное распространение
Это получается оттуда. Номер 403267А. Немедленно явиться на внятие Это получается оттуда. Так. социального контроля. Вторая. Чтобы вынырнуть. Рыбы плавают, друзья. Огонь. Вот это прошлое. Вот это технология. Так, теперь куда? Отличные показатели. Я не ожидал. Я, говорит, не ожидал. Чертеж открыт. Электро. О, нет. Опять эта матрешка. Надо обойти. Не торопитесь, товарищ майор. Понимаю, что взаимодействовать с ней вам неприятно, но целесообразно выяснить, не появилось ли у нее что-либо полезное. Опять эта матрешка. Ради хорошего оружия я способен потерпеть. Так, надо рюкзак качнуть. А как? А, вот. Колба. Вот она. Милый, наконец-то! Я так скучала. Ты уже избавился от этой дурацкой перчатки? И не надейся. Обожаю, когда ты злишься. Да, да, ругай меня. Я была плохой девочкой. Подвесила еще одного похотливого слизняка. Чего? Ты опять кого-то? Вот же тваря. Милый, ты так долго в меня не входил. Мне стало очень одиноко. Я должна была развиться. Мне что-то прям... А где я оружие создал? Да когда же это прекратится? А, вот. Переживай за таких мелочей. 4-3-2. Я приготовила для тебя. Скажи, милый, тебе понравилось? Энергетическое оружие вместо патронов использует энергию перчатки через подключаемый привод. Я очень старалась. О, да, это было круто. Ты можешь больше никого не убивать? Это выше моих сил, милый. А ты постарайся, поняла? Сейчас попробуем рюкзак улучшить. Если такое вообще возможно. Вот это вот не надо. Емкость кассетников. И вот рюкзак, да? Вместимость, да. Ага, 75. Все, есть. Кассетников. А потом только уже у нас идет... Переключиться на крафт. Там что-то по рукоятке я не мог поставить. Ну, давай-ка воткнем. А вот он, кассетный модуль. Установка кассетного модуля позволяет носить тонкий слой химического полимера на лезвие оружия, придавая ему дополнительные свойства при контакте с противником. Что не поставить-то? Все поставим. Ну а дальше уже типа улучшение. Скорость атаки. Есть контакт. Мощный рубящий удар снизу, круговая атака. Улучшить. Снимая улучшение, вы получаете назад ресурса. Нет. А, тут одно только. Сокрушительный удар, либо такой ставится. Зафиксировал. Так, что по дробовику? Да, я могу сначала топор улучшить, а потом смотрю, что можно там поставить-то на стреляющее? А тут как раз-таки кассетный модуль. Антифиг, как какое-то там покрытие. Ладно, все это потом найдем. Ствол. Тут, кстати, уже сразу ствол. Он базовый на... поставлен.
Угу. Зафиксировал. Такс. Вдоль ствола пули пролетающей, придавая дополнительные свойства. Короче, надо вот эту штуку поставить. Надо срочно что-то искать. Так, и... Тоже какие-то моменты есть. Тужа. Я смотрю, время от времени они типа дешевеют, что ли. Телекинез. Бросок за 20. А, это поджог. Все, это щит. Это энергия персонажа. Нет у меня таких энергетических. Вот, все улучшим. Дополнительный урон при выходе из состояния заморозки нивелирует получаемый урон от огня. Ай, ладно, это все. Все равно ресурсов нету, блин. Че я тут? Там придумываю себе. Опа. А, это блок. Хорошо. Дробовичок-то мощнявый, смотри. Что-то какой-то крестик появился. А, колесико мыши можно. Сарик, он бьет только сильным ударом. Да, допустим, если я сейчас поменяю. А если так? Ну, получается, как будто мощным бьет. Свети путеводная союз науки, что-то такое. Крас, зачем этому больному психу понадобился ремшкаф? Для чего Петров хотел взять под контроль Элеонору? И зачем ему оружие? За него дерутся роботы. Предатель понимал, что подвергшиеся агрессии роботов сотрудники попытаются защищаться, а солдаты, охраняющие предприятие, предпримут попытку получить более мощное оружие. Видимо, побоялся, что кто-нибудь наткнется на него случайно и пристрелит предателя, как заразный свинья. Так, есть еще один баллон. Ремшкаф Петров так и не заполучил. Но алгоритмы Элеоноры оказались деформированы самым ужасным образом. Сволочь, мать. Ремшкафу башку снесло напрочь. Она несет. Она несет какую-то фигню, да. И опять Салтыкова. Привет. Сходили? Ну сейчас, раска. А? Вторая есть. Сохранение. А так, подожди, а третья? Я ж 2 штуки-то подобрал. «7 метров». Готово. Вроде заработал. Поехали. Да это ж вообще библиотеки, смотри, какие. О, не маленькая. Пионерам на заметку. Чаще обращайтесь к крем-шкафу Элеонор. Не забывайте изучать активные навыки и улучшать ваше оружие для достижения максимальной эффективности. Однако, чувствуется сеченовский размах. Что это за место? Это архив семенного фонда. Сердце комплекса Вавилов. Здесь хранятся образцы семян различных растений, специально выведенных для засеивания Луны и Марса.
Потрясающие результаты уникальных экспериментов рискуют погибнуть. Опять какие-то детали. Выберите желаемое действие. А, пушку, что там по деталям? Я понимаю, что у меня ресурсов. Лиса, швед. А, это новый типа этот, что ли? Топор. А интересно, а я могу, типа... Недостаточно ресурсов. А я смогу шведа, типа, разобрать? Склад... Вот, разбор. Мне даже разбирать-то и нечего. А что там у дробовика появилось? Все равно не хватает пока что. Это у нас антифрикционное покрытие. Современное полимерное покрытие снижает силу трения внутри ствола, увеличивает скорость и ударную силу. Причем она у меня уже стоит. Это получается улучшение. А вот эта штука, картечь, вносит помехи в какие-то электронные системы цели, урон роботам увеличен. Скорострельность и урон. Ну ладно. Я все равно ничего не смогу сделать в этом плане, потому что не хватает. На создание нехватка ресурсов. Вот, склад разбор. Посмотреть. Хлам, но может пригодиться для изготовления предметов. Встречается часто. А, это вообще в целом описание. Расходники, кассетники. Что такое кассетники? А, огненная кассета, ледяная кассета, электрическая. Понял. Что такое кассета? Сохранение данных. Уровень тревоги. Так, ну, пройди через семейный фонд. Все, хорошо. Друзья, ну я предлагаю на сегодня закончить вот это Atomic Hearts прохождение. Чуть позднее очень хотелось бы встретиться с вами на Король Артура. Поиграть. Вот. Ну, а завтра... Кстати, по поводу завтра. Завтра либо мы Атомное сердце, но Atomic Hearts продолжим проходить, либо новинку посмотрим и Атомное сердце. Тогда без Артурчика. Просто Артурчика тоже надо начинать проходить. Потихоньку, помаленьку. Ох ты, нифига. Спасибо за поддержку. Держи, за булочки, за дудочки. А как вам, ребята, игра? Подожди, тут, кстати, новое голосование в чате. Я так и не испробовал. Тут звук сохранения. Перейти, временно исключить. Так. Закрепить другое сообщение. Опа. Все, смотри, я закрепил кого-то. Блин, я такой еще зеленый, друзья, тут. Ладненько, ребятки, спасибо всем. Спасибо, кто заходил, проходил, не проходил, точнее, мимо. Спасибо вам за поддержку. Увидимся, услышимся. На Atomic Hearts, наверное, уже завтра. А сегодня стратегия. Сейчас главное не залипнуть после еды. Пойдем играть. Ну, а завтра поиграем. Как она там называется-то? Я уж что-то прям... Голова дырявая, сейчас скажу. Вулонг. Вулонг Fallen Dynasty. Во, как называется. Во сколько выйдет, я пока не в курсе по времени. Но типа 3.03. Сегодня, если посмотрю во сколько, то сообщу. Все. Удачи, добра. С вами был Михаил, Atomic Hearts. Добра вам и пока.